Наши преподобные Киево-Печерские оставались с нами, когда мы были в крайней степени безбожия и греховности, не оставили нас. И вот Великая Отечественная война. Киев захвачен немцами. Комендант решил посмотреть пещеры Киево-Печерской лавры. И зайдя, видя нетленные мощи, немецкий комендант спросил у сопровождающего монаха: что это за куклы? Тот ответил: это не куклы, это святые люди. И святость их отобразилась в нетлении их святых мощей. И тогда с насмешкой комендант, немец, взявший пистолет, рукояткой пистолета ударил по руке преподобного Спиридона Просфорника. На руке из образовавшейся раны вдруг потекла живая кровь из руки угодника Божия, который жил в XIII веке. В ужасе застыл немецкий комендант и сказал: есть еще монахи в городе? Сказали, что несколько монахов есть. Открыть монастырь. Киево-Печерская лавра в оккупационный период была закрыта, несмотря на то, что в 1942 году был взорван Лаврский Успенский собор, Великая Лаврская церковь, построена особым попечением Божией Матери. Несмотря на взрыв главной святыни лавры Киево-Печерской, открывается обитель. И обитель существует до 1961 года. В 1961 году в гонениях хрущевские, когда вопрос стоял о закрытии Почаевской лавры и Троицы Сергиевой, была закрыта и лавра Киево-Печерская, но не только закрыта. Памятники архитектуры решили оставить, но мощи было приказано вывести и сжечь, уничтожить. Сначала подогнали машины. Господь попустил вынести мощи из пещер. Их погрузили на машины, но ни одна из машин не заводилась. Ругались шоферы, открывали, закрывали капоты, но машины стояли намертво. Тогда пригнали гужевой транспорт, лошадей. Мощи перегрузили на подводы. Но лошади вставались дыбки. Поведение их было такое, что к лошадям нельзя было близко подойти. Не смогли на лошадях вывести. Сняли мощи, занесли опять в пещеры. И на следующий день селевой поток, кто знает историю, а кто не знает, это можно сейчас легко найти и прочитать. Селевой поток, прорвавший дамбу, затопил Куреневку в Киеве. Множество народа погибло тогда. И транспорт нужен был для расчистки этого района Киева, Куреневки, для того, чтобы хоронить тех, кого находили занесенных слоем ила и грязи. И преподобные Киево-Печерские остались опять в Киево-Печерской лавре. 88 год, год тысячелетия крещения Руси. Открывается лавра Киево-Печерская, сначала отдают дальние пещеры. И мироточивые главы, которые стояли сухими во все время безбожного периода, пока лавра была закрыта и был музей там, вдруг обильно начинают источать мир. Понимаете, какая живая связь между угодниками Киево-Печерскими и событиями, происходящими в церкви и в Отечестве нашем. Открытие лавры Киево-Печерской и тут же
начало нового мироточения. Я не помню, кто из преподобных, то ли Кукша Одесский, то ли Лаврентий Черниговский, но кто-то из то ли Амфилохий Почаевский, кто-то из наших преподобных уже нашего времени, близкого к нам, сказал такие слова, что преподобные Киево-Печерские еще скажут свое слово. Говорил о нашем времени. Мы видим, братья и сестры, что преподобные Печерские не оставили нас. Тем же моментом мироточения, теми чудесами, которые происходят сейчас у их святых мощей, они показывают, что они с нами, несмотря на нашу развращенность, беспечность, забвение Бога, забвение бессмертия своей души. Несмотря на это, они все равно с нами. Как сказали преподобные, они еще скажут свое слово. Что это будет за слово, мы не знаем. Но для того, чтобы они сказали свое слово, чтобы они молитвами своими, чудом от своих святых мощей повлияли на сегодняшнюю ситуацию в нашем Отечестве. Мы, братья и сестры, должны говорить слова им. Для того, чтобы они сказали слово, мы должны разговаривать с ними.